Доброе утро всем! Сегодня понедельник, больше половины марта уже прошло. У нас сегодня отличная погода, 19 градусов, но слегка ветрено. Вот так цветет миндаль. Кто-то из зрителей подсказал мне, чтобы передать красоту цветущего миндаля, поближе подставить камеру. А сейчас хочу осмотреть территорию за забором, потому что наводить порядок хочу начать отсюда. Здесь мы постелили вниз биоматериал, навезли камни с подножия гор в 500 метрах от нашего дома, чтобы не было сорняков. Но трава все-таки прорастает. Немного, но она есть. Вот хочу ее вырвать, здесь собрать мусор. Компанию, как всегда, мне составляет Вася. И хочу показать вот эти цветы. Это не сорняк, это цветы. Не знаю, как они называются. Они цветут желтыми цветами поздней осенью, немножко крупнее подснежников. Если кто-то знает, как они называются, напишите мне, пожалуйста. Несколько луковиц я пересадила их в горшок вот перед спальней на балкончике, и всю осень они красиво цвели. Но вот сейчас я хочу пересадить луковицы опять в землю и вот в эти горшки посадить какие-то цветы. Дорогие мои любители цветоводы, посоветуйте, пожалуйста, какие лучше мне цветы сюда посадить, учитывая местный климат. Потому что март уже на исходе, а в мае уже начнется жара. В первой половине дня здесь солнца у нас нет. После обеда здесь солнце, и если цветы не очень нежные, не любят жару, они могут здесь погибнуть. А сейчас, перед тем, как выйти на прогулку, собираюсь поставить сдобное тесто. Сегодня я хочу испечь гребешки с повидлом, и это те продукты, которые мне понадобятся. А рецепт я оставлю в описании. Молоко я подогрела, оно теплое, не должно быть горячим, и всыпаю сухие дрожжи. И оставляю в таком состоянии на 5 минут. Я уже разбила 2 яйца. Здесь яйцо и белок, а желток я оставила для смазки. Добавляем сахар. Ванильный сахар. У кого ванильный сахар, у кого ванильная эссенция. Йогурт. Дрожжи. У нас здесь уже поднялась вот такая шапочка, значит, дрожжи рабочие. Соль я добавляю в муку. Просеиваем муку. Муку просеивать обязательно. И замешиваем тесто. Тесто на этой стадии я замешиваю лопаточкой. Кому как удобно. И последний этап замешивания теста — это растопленное сливочное масло. Добавляем частями. Кстати, хотела сказать о йогурте, который я добавила. Вот. В Греции, наверное, ну, на мой вкус, самый вкусный йогурт в мире. Сливочное масло я уже вмешала, теперь остается хорошо вымесить тесто. Обязательно. Тесто уже без муки не прилипает к рукам. Достаточно послушное.
текстура уже достаточно гладкая. Вот она, моя терапия. Тесто наше готово. Отправляем его на ферментацию. В моем случае это 2 часа. Но у кого недостаток времени, то 1 часа тоже будет достаточно. Мы с Бобби собираемся на свой ежедневный мацион, на прогулку. Пошли, Бобби. Вот уже как красиво цветут полевые цветочки. У нас возле дома цветет розовый миндаль сладкий, а вот этот белые цветочки. Это горький миндаль. Еще одна полянка с такими желтенькими цветочками. Моя первая покоренная в Греции вершина. Когда я только приехала, вот это первая гора, на которую я поднялась. А вот здесь мы собирали камни для оформления придворовой территории. Все красивые камни мы отсюда забрали. А вот еще одна полянка с цветами. Вот такие сиреневые. Сейчас постараюсь передать красоту их. Спасибо зрителям. Подсказали, как это сделать. Огромная благодарность. Хочу показать, как вписались в природу красивые дома. Гуляя по верхней дороге, каждый день наслаждаюсь вот этой красотой. Горы, поля, уже весна. Все вспахано. Зеленые поля — это пшеница. Прохожу мимо. Хочу показать этот дом тоже. Как я говорила, в Греции нет одинаковых домов. Все они индивидуальны. Вот куда пролегает мой путь. А с этой стороны еще вот такой красивый. И греческий флаг развивается на ветру. А вот, кстати, когда я была на источнике, я показывала вот в домах у многих в деревнях есть вот такие мини-церквушки. И опять сзади вот такой вид открывается. И ясное солнечное. Очередной двор, прохожу мимо, а во дворе стоит вот такой катер. А вот это, наверное, персик, насколько я не ошибаюсь, цветет. Вот один еще цветочный домик. Средиземноморский стиль. Цветы в горшках больших, деревья. Какие крупные нарциссы. Такой желтый.
А это такой бежевый. Ой, гвоздику увидела здесь. Ну а здесь сразу понятно, живет фермер. А в этом доме уже заготавливают дрова на следующую зиму. И по всей вероятности тоже живут фермеры. Хочу показать цветы магнолии крупным планом. Еще один милый домик и оливковое дерево. Они здесь повсюду. Еще мне нравится вот это дерево. Что за дерево, не знаю. Оно, по-моему, цветущее. Кто знает, пожалуйста, напишите. Вот я путаю какао, и есть еще деревья, которые цветут такими большими красивыми цветами. Вот такой милый, интересный слив. А вот по этой цепочке стекает вода с крыши. Вот еще одно какое-то прекрасное растение цвета фуксии. Естественно, название я вам сказать не могу, потому что не знаю. А вот это наша центральная площадь, где проходят всякие ярмарки, празднества. Да, они есть. Вот сразу здесь археологические раскопки. А это наша сельская кофейня площади. Вот такая растительность. Там на траве столики со стульями. Здесь тоже находятся кофейни. Две. Но с пол-первого до пол-шестого все вымерло. А это уже рядом с супермаркетом. Я подхожу, мне сегодня надо зайти. Поэтому я шла сегодня короткой дорогой. У нас в доме заканчивается кофе. Кофейный столик к сезону готов. Местные очень любят пить кофе на свежем воздухе. Иду домой, пока хочу показать еще один ухоженный домик, дворик. Уже огород готов к посеву практически. Не буду много болтать, просто хочу показать. Ну как же без кошек? Вот еще один красивый кустарник. Он такой с ярко-желтыми цветами. Подскажите, как его вообще зовут? Всегда прохожу, когда мимо этого дома. Мужчина здесь постоянно подметает, ухаживает. Чистенько, так аккуратненько. И вот такое оливковое дерево. И я уже у своего обязательного подъема практически подхожу домой. Помолчим и полюбуемся. Я как раз только что поднялась. Хочу отдышаться. Вот с таким прекрасным видом.
Кто-то из подписчиц спрашивал насчет покупки дома в нашем селе. Вот пока из которых дома, я знаю, продаются, это вот этот недалеко от нас. Бобби уже давно дома. У него сиеста. Бася, как всегда, ждет меня у дверей. Я уже дома, и вот так неожиданно испортилась погода. Набежали тучи, и дует сильный ветер. Уже начал покрапывать мелкий дождик. Прошло 2 часа. Тесто уже вот так хорошо у меня поднялось. Сейчас буду разделывать тесто на порционные кусочки для формирования гребешков. При разделке теста я никогда не взвешиваю, потому что это не производственный процесс, это процесс домашний у меня. Поэтому я все делаю на глаз. Сейчас я формирую вот такие шарики. Все шарики я сформировала и оставлю на расстойку минут 10 на 15. После этого тесто становится более послушное, и с ним легче намного работать. 10 минут уже прошло, и я приступаю к формированию пирожков. Переворачиваю красивой стороной вниз, гладкой, вернее, стороной вниз. Раскатываем вот такую овальную лепешку. Тесто я уже практически все раскатался, остался последний кусочек. Дальше будем лепить. Так, начинка у меня будет яблочно-вишневый джем, который я тоже готовила сама. Чайную ложку джема. И таким образом формируем остальные. Все пирожки сформированы, и я ставлю их на расстойку на 25-30 минут. Но это еще не все. Пока пирожки стоят на расстойке, из оставшегося теста я хочу сделать плетенку с шоколадной пастой. Я всегда ставлю тесто не только на какое-то одно изделие, но чтобы еще было что-то, чтобы было разнообразно. Тоже гладкой стороной вниз и раскатываем пласт. Пласт я раскатала, толщиной он где-то миллиметра 3. А теперь хочу намазать его шоколадной пастой.
Шоколадную пасту я размазала. Теперь сворачиваем вот такой рулет. Выпекать сегодня рулет я буду вот в такой круглой форме, потому что теста здесь мало. Обычно я выпекаю в удлиненной форме для кекса. Но сегодня будет круглый. Во всем должно быть разнообразие. Свернули, разрезали, а теперь плетем. Это очень быстро, но получается очень красиво. И укладываем. И на расстойку минут на 40. Пирожки постояли у меня 30 минут. Теперь я включила духовку на 180 градусов и буду смазывать пирожки яичным желтком. Я смешала его с чайной ложкой воды. Смазать обязательно нужно заранее, чтобы смазка успела подсохнуть и дала хорошую колеровку румяную. Если же смазка будет мокрая, то есть вы нанесли смазку, намазали и сразу в духовку, то она может просто поджариться. Пока смазка не подсохла, я хочу некоторые из них чуть-чуть украсить маком по краям. Пока я колдовала на кухне, у нас уже прошел дождь. Но ветер уже прекратился. Это радует. Прошло 10 минут, духовка уже у меня нагрелась, смазка подсохла. И отправляю пирожки выпекаться минут на 15-20, в зависимости уже от величины пирожков. Гребешки я уже вытащила из духовки. Они еще горячие, остывают. Вот такие румяные и пышные они получились. Вот такая выпечка у меня получилась сегодня. Плетенка и гребешки с домашним яблочно-вишневым джемом. На этом сегодняшнее мое видео заканчивается. Я с вами прощаюсь и до встречи в новом влоге.